SKKS представляем еще одну экспериментальную прошивку на Android 10 для процессоров Mediatek. Тестируем на магнитолах Jansun версии 1+16. Это позволяет делать, обратите внимание, заставка она стандартная, но ее можно изменить при желании. Поставить, например, логотип вашего автомобиля. Данная прошивка немножко отличается от предыдущей, которая была простейшая. Здесь немножко уже она сложнее. Опять же, не путаем темы, лаунчеры, все это можно менять и делать, вы это не заметите. Вот основной лаунчер, который здесь установлен, то есть это можно заменить. Здесь у нас есть основное меню, которое можно поменять. Особенность, разница между предыдущей, что для запуска Bluetooth нужно сначала его включить, произвести поиск, после чего появится подключение. И Bluetooth не включен сразу. Хотя в инженерном меню, возможно, это можно поменять. Заходим сюда, здесь мы видим информацию об авто. Понятно, что для этого нужен тип протокола и CAN bus, который будет как бы подключаться. Можно менять заставку по времени, вот такая есть. То есть если вы переходите в режим ночной, ставить время. Это было на Android 8 предыдущей версии. Так, есть инструкции. Вот, например, функции, которые появились. Это функции для более расширенной возможности. Если подключен CAN bus и он заработал, то вы можете как бы управлять, во-первых, сообщениями ADAS подключить. Вы можете закрывание двери, сообщение, что не закрыта дверь, либо стекло. Какие-то изменения по температурному режиму и там и другие настройки. Их достаточно здесь много. В каждом случае нужно разбираться. Итак, дальше. Есть инструмент, который позволяет обучить кнопки руля. Он находится в двух местах. Вот и здесь он есть еще отдельно. Вот он. И для этого теперь нужно нажать Begin и потом начать обучалку. Также можно обучать еще какие-то функции. Тут достаточно больше, чем в предыдущем версии Android и чем в стандартном Android 10 на Jansun. Установлено приложение регистратора переднего USB, так что не нужно будет его закачивать, устанавливать. Ну, стандартный проводник. Настройки делятся на разные части. Есть настройки Android, где сразу видим, что это Android 10. И есть настройки непосредственно автомобильные настройки, которые разделены на две части. Настройки автомобиля основные — это там фары днем, ночью. Эта функция есть. Функция ручного тормоза. Там зеркальное отображение, если нужно, для камеры. Есть у нас настройки навигации прямой с выбором, с автоматической загрузкой или нет. Настройка подсветки. Выбрать регион. Это регион нужен для радио. И здесь у нас есть Восточная Европа, что мы и делаем. Ну и тут по умолчанию системные настройки рассказывают нам о самом аппарате. Ну и если нужно нам зайти, например, непосредственно в инженерное меню, есть сброс, обновление системы, кстати, можно обновляться. И заводские настройки. Здесь пароль почему-то поменялся. 1617. Итак, здесь, как видим, опять же, лого сеттинг, динамическое лого при запуске. У нас есть еще радио, настройки руля отдельно. То есть свои какие-то модификации, свои стайлы, CAN-type. Вот самое важное. Здесь мы выбираем CAN-type автомобиля, начиная от года. Lexus, Skoda. Ну, все очень написано понятно. Vieques, Chevrolet, Cadillac и так далее. Это нужно для того, чтобы подсоединить и подтянуть CAN протокол и подсоединиться к мозгам автомобиля. Ну, вот такая вот прошивочка для использования. И один из экспериментов, который используем, ищем, меняем. Как бы хочется что-то интересное и побольше разнообразия. Сейчас посмотрим еще вот интересную функцию одну. Здесь она вот выложена. Посмотрите, есть видео про нее. Это вот приложение, которое здесь появилось. Вот оно. Mid Drive Screen. Это дублирование, например, вашего телефона, либо вашего устройства. Мы можем посмотреть про него небольшое видео.
Музыку выключу, потому что нельзя. Так, мы видим, что можно подключить iPhone к этому устройству. Для этого понадобится Wi-Fi. Это что касается передачи данных. Воздушное по воздуху. Видимо, это вшитое приложение. Такого приложения не находилось ранее в других устройствах. Вот через USB можно подключиться. Есть видеоинструкция, как это делать и как этим пользоваться. Ну вот, в принципе, дальше понятно, что есть инструкция. Ну, приятно, что есть какая-то плюшка, добавленная в общую систему. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь и покупайте магнитолы. У нас лучшая цена и гарантия 12 месяцев.